Лев похитил слоненка у матери, но то, что произошло дальше, действительно вас шокирует. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Под беспощадным полуденным солнцем, заливающим саванну слепящим светом, каменистые ступени высохшего русла мерцали жаром. Стадо слонов уже скрылось вдали. Оно оставило после себя лишь густое облако золотистой пыли, которое медленно уносил горячий ветер. Слоненок по имени Иара был слишком увлечен наблюдением за мелководьем. Солнечные блики дрожали на поверхности воды, и он не заметил, как его маленькие ноги увели его далеко от стада, ступая по раскаленной земле. Когда вокруг внезапно воцарилась непривычная тишина, Иара замер в сухой траве. Его маленькие уши слегка подергивались от тревоги и недоумения. Ветер принес запах пыли, смешанный с резким опасным запахом хищника, и пространство вокруг словно сжалось. С каждым вдохом воздух казался тяжелее и удушливее. Под тенью далекой акации, почти сливаясь с землей, лежал лев. Его холодный, сосредоточенный взгляд был устремлен на маленькую фигуру. В следующее мгновение он вскочил и бросился в атаку. Песок разлетелся в стороны, и мирная картина мгновенно превратилась в пылающий кошмар. Иара повернулся и побежал. Но мощный удар сбил его с ног. Пыль покрыла глаза и тело. Лев, используя всю свою силу, потащил добычу в сторону, к уединенному месту за колючими кустами, где солнечный свет дробился листвой и становился тусклым. Кожа Иара была исполосована жгучими царапинами. Дыхание становилось прерывистым. Слабые крики терялись в ветре. Лев стоял, напрягая мышцы, пытаясь удержать добычу, в то время как слоненок мог лишь дергаться и терпеть. Внезапно земля слегка задрожала. Тяжелые торопливые шаги и яростный трубный рев слонихи разорвали воздух. Столкнувшись с этой взрывной силой, лев был вынужден отступить. Шаг за шагом он пятился все дальше, пока не исчез среди волн высокой травы. Слониха ринулась вперед и встала между своим детенышем и опасностью. Ее уши распахнулись, словно живой щит. Она наклонилась и осторожно коснулась хоботом спины Иара, проверяя дыхание. Ее взгляд был прикован к покрытому пылью телу. Иара тихо всхлипнул. Его ноги дрожали. Он отчаянно потянул хобот к матери, словно цепляясь за последнюю нить безопасности. Слониха издала долгий протяжный звук. Тяжелый крик эхом разнесся по равнине, словно созывая стадо и призывая само небо стать свидетелем. Слониха осторожно отодвинула сухую траву, создавая более прохладное пространство, и мягко коснулась детеныша хоботом. Затем она замерла, прислушиваясь, будто надеясь услышать ответ. Но в ответ был лишь ветер. Ее крики постепенно перешли в учащенный, настойчивый ритм, похожий на мольбу о помощи. В это время под тем же палящим солнцем два рейнджера, Марек и Самба, патрулировали вдоль границы заповедника. Их одежда была пропитана потом и пылью. Они привыкли к обычным звукам саванны, но сегодня их насторожил непрекращающийся рев слонов, не похожий на привычный. Марек подал знак остановиться. Они замерли, определяя направление, затем двинулись медленно, следуя ритму звука. Издалека они увидели слониху, стоящую и вращающуюся на открытом пространстве. Ее хобот резко раскачивался. Уши дергались от паники. Самба понизил голос, чтобы не спровоцировать конфликт. Марек поднял обе руки, показывая, что не представляет угрозы. Они приближались короткими шагами, соблюдая дистанцию, давая слонихе время привыкнуть к человеческому запаху. Под ярким светом Марек увидел Иара, лежащего на боку. Его тело было покрыто пылью и засохшей кровью. Дыхание было слабым, едва заметным.
Самбо встретился взглядом со слонихой и понял, что перед ними не ярость, а отчаянная просьба о помощи. Моряк осторожно осмотрел раны, оценивая высокий риск заражения из-за жары и пыли. Слониха встала перед детенышем, преграждая путь половиной тела, но вместо атаки издала низкий молящий звук. Моряк положил руку на грудь и указал на аптечку, словно обещая помочь. Слониха замерла, затем медленно отступила, оставляя крошечный шанс на спасение. Самбо стоял в стороне, поддерживая зрительный контакт со слонихой и тихо говоря успокаивающим тоном. Моряк обработал раны антисептическим раствором, очищая кожу от грязи и снижая риск инфекции. Иара слабо вздрогнул и попытался дотянуться хоботом до ноги матери. Моряк аккуратно наложил повязку, ровно настолько туго, чтобы остановить кровотечение. Самбо протянул слонихе бутылку с водой, позволяя ей понюхать, не заставляя пить. Слониха глубоко вздохнула. Уши слегка опустились, напряжение немного ослабло. Моряк проверил реакцию ног Иара и кивнул. Требовалась срочная транспортировка. Рейнджеры расстелили плотный брезент в кузове машины, осторожно подняли слоненка и уложили его, поддерживая тело. Моряк сел рядом, удерживая голову, пока Самбо медленно вел машину по разбитой дороге. Слониха бежала рядом, время от времени касаясь бортов хоботом, словно считая удары сердца своего детеныша. На станции их ждал крытый загон с соломой и свежей травой. Иара перенесли внутрь. Слониху оставили рядом, освещая пространство мягким светом, чтобы она не потеряла его из виду. Прибыли ветеринары. Была введена анестезия. Раны тщательно очистили, удалив песок и грязь, затем аккуратно зашили и наложили новую повязку. Все это время Моряк и Самбо тихо говорили со слонихой, давая понять, что детеныша не отнимут. Когда действие анестезии прошло, Иара медленно открыл глаза. Он был слаб, но жив. Слониха тут же приблизилась, прикрывая его своим телом от ветра, и коснулась лба хоботом. Слоненок попытался встать, покачнулся и прижался к матери. Дни шли. Рана заживала. Боль утихала. К 7-му дню Иара уже делал уверенные шаги. Когда ворота заповедника открылись, слониха вышла первой. За ней последовал слоненок. Впереди, издалека, показалось стадо, и они вновь сомкнулись в знакомый защитный круг, словно возвращаясь домой после долгой бури. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.